Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу вам все про весну 2024 года, как она повлияет на вас, какие у вас есть возможности, куда вы можете прийти, что поймете, что реализуете, что получится сделать, что необходимо отложить в долгий ящик и вообще все самые наши любимые основные сферы нашей деятельности – это любовь, отношения, карьера, деньги, покупки, отношения с близкими, друзьями, с коллегами и тому подобное. И здесь, конечно же, можно говорить, что весна, она вот такая просто весна возможностей, все получится, все будет классно. На самом-то деле, да, отрезок времени, эта весна, я считаю, что он такой самый яркий и интенсивный момент в этом году, когда именно за свою работу, за свои труды, неважно, они эмоциональные труды, либо они физические труды, вкладываетесь ли вы в отношения или вкладываетесь ли вы в дело жизни, да, то вы получите плоды всех своих действий, и это действительно так, по крайней мере, есть ради чего страдали осень, зиму 2023 года, 24, да, январь, февраль, и вот пришло оно время для действий, для того, чтобы получать результат. И, конечно же, мы на пороге того самого интересного, интенсивного времени, начала марта, мы начинаем действовать, у нас скоро запускается новый лунный цикл, у нас скоро весеннее равноденствие 20 марта, следом за ним коридор затмений, который начинается с лунного затмения и заканчивается солнечным затмением. И здесь, конечно же, мы понимаем, что не просто так у нас весна заряженная, есть что мы в своей голове переберем, соберем и настроимся на нужный лад. Работа, сфера деятельности, деньги – все это то, ради чего, естественно, мы с вами будем трудиться для того, чтобы получить тот самый результат, который мы хотим, а мы хотим, чтобы получилось все, ведь правда? Я тоже так считаю, что в эту весну нужно вот прям хотеть на максималках. И здесь не стесняемся, и ни в коем случае, хотя вам, я знаю, мои дорогие, будет сложно, потому что сейчас как раз-таки с перехода Плутона из Козерога в Водолей вам стало вот реально сложно, этот мир вы не очень хотите понимать, вам было хорошо жить, как было раньше, но, ребят, необходимо начинать жить по-новому. Это такая, я бы так сказала, для вас такая небольшая репетиция, да, потому что вот сейчас февраль, март и апрель, Плутон находится в знаке Водолея в прямом движении. И с первой недели мая он начнет разворачиваться и обратно катиться по Водолею. Тогда есть еще моменты проделать работу над ошибками всех тех вопросиков, которые не получится внедрить этой весной. Да, в мае можно будет вернуться к стареньким вопросикам, жить по-старому, как раньше, получать прибыль со старых проектов, да, но все-таки основная история на повестке, я бы сказала, этой весной – это научиться жить в новом мире, потому что в конце этого года Плутон окончательно перейдет в знак Водолея и уже больше никогда в него не вернется в знак Козерог. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что новый мир все-таки он наступит, и он будет ускоряться, он будет усложняться. И здесь вам, мои дорогие, я понимаю, насколько это печально, и насколько вы хотите вернуть, как было раньше, устой, вот это спокойствие, вот это такой, я бы сказала, медленный, размеренный образ жизни. Ну, не совсем медленный, он с годами, с 20-х годов начал ускоряться так очень быстро, да, поэтому здесь я прекрасно вас понимаю, о чем вы думаете, но, ребята, время не остановить, да, поэтому живем и развиваемся сейчас. Что касается марта, март для вас будет вопросик со смыслами, да, ну, вопросик, месяц со смыслами, когда необходимо будет прям наводить порядок в работе, с новым лунным циклом необходимо прям четко начинать внедрять там новые действия, учиться, стараться жить по-новому, иначе обстоятельства все равно будут заставлять действовать новыми методами, пусть они не такие приятные, как вам хочется, вы не хотите их принимать, но, ребят, вот так, по чуть-чуть, постарайтесь. Я знаю,
знаю, сложновато, да. И здесь, конечно же, до коридора затмений этот момент будет такой сложноватенький, но будет все равно получаться, по чуть-чуть будет получаться. По крайней мере, вы будете понимать людей, они будут вас понимать. В работе новые проекты, которые будете реализовывать, прекрасное время для реализации новых проектов. Все то, что давно хотели, все то, что давно томилось, не могли начать. Точно так же прекрасно, если это стабильные финансовые проекты, большие проекты строительства в том числе. Если же это, ну, покупка, продажа недвижимости в том числе, тоже это хорошая идея в этот период, да. И, конечно же, творческие проекты тоже будет очень хорошо идти, особенно если это идет от души, особенно если вам это нравится, и вы давным-давно хотели это сделать. Захочется переехать, переезжайте, меняйте место дислокации, главное, понимайте, что вам там душой было хорошо, тогда у вас многое получится. Если же вы понимаете, что вам в душе прям очень тяжело, и это не из разряда, что у меня сейчас какие-то временные сложности и трудности, и просто потому, что я не привыкла, да, мы говорим о таких сложностях, когда это невыносимо больно и печально, грустно, и тоска ужасна. То есть здесь я же понимаю, что вы чувствуете разницу, да, в этих понятиях. Поэтому здесь вот такая история. Необходимо внедрять нечто новое, либо действовать новыми методами, или же жизнь все равно заставит действовать как-то по-новому для того, чтобы, ну, менять с ног на голову, будет какая-то неразбериха в работе, сумбур, возможно, кому-то даже придется поменять работу в связи с тем, как вы смотрите на мир и какое несовпадение с этим, там, например, у работодателя, у ваших коллег и тому подобное, да. Поэтому здесь вот такая вот история, она немножко будет сложная, но ее необходимо принять. Почему вот так будет меняться вот эта история с работой, вот эта история с новизной в работе, да? Грядет коридор затмений, и да, если вы не смотрели большое видео про коридор затмений, в конце ролика его прикреплю, можете посмотреть. На всех примерно повлияет одинаково, для кого-то полегче, для кого-то посложнее. Здесь просто понимаете, у кого насколько энергетики хватает, да, и сил, и эмоционального интеллекта справляться с определенными трудностями. Так вот, коридор затмений для вас, дорогие раки, будет эмоциональным, я не скажу, что очень сложным, нет, эмоциональным в принятии каких-то вопросиков, да. Коридор затмения начнется лунным затмением 25 марта и закончится солнечным затмением 8 апреля. И этот коридор затмений, я не скажу, что нужно начинать что-то новое. Это не тот коридор затмений. Этот коридор затмений, как, ну да, он кармичный коридор затмений, потому что в прямом смысле у нас и Солнце, и Луна встают прямо на кармические узлы, и вы закончите этот коридор затмений с полным осознанием, кто вы, куда вы идете, для чего вы идете, что вам хочется сделать в работе, в личной жизни, засиделись ли вы. Возможно, да, вы осознаете, если у вас произойдет смена работы в марте, то тогда к концу коридора затмений вы поймете, для чего это случилось, и вы даже скажете с полным осознанием: ура, да, классно, что хорошо, что так случилось, иначе я бы никогда бы не сдвинулся с этой точки, да, не сдвинулась. И это такой момент, который необходимо понять, философски к нему отнестись и ни в коем случае не впадать в депрессию, потому что апрель по своей природе для вас будет сложноватым. Ну вот правда, будет сложноватым, потому что будут такие моменты осознания, когда не все вы захотите принять, и, естественно, кто у рака крайне любимка, это тот, кто находится рядышком с вами, естественно, будет такой момент, вопросик, напряжение в личной жизни, поэтому, дорогие мои любимые раки, понимайте, что ваши вторые половинки не виноваты, не вымещайте на них злость, не вымещайте на них вот свои внутренние переживания, расскажите им просто, как оно есть на самом деле, почему вам страшно, например, жить по-новому. Да просто потому, что вы не знаете, каково это, потому что вы боитесь, что не получится. Представляете, все другие знаки зодиака тоже боятся. Вот, например, Овен, когда боится, он ничего не делает. Вот это такой ленивый Овен, он ничего не делает, потому что он боится. Все. Водолей, когда ничего не делает, он боится показаться тупым.
ну, в прямом своем смысле, да. Какие еще знаки зодиака? Козерог, когда ничего не делает, тогда ему внутри грустно и печально, очень много страхов, очень много фобий, кстати, точно так же почти как и вы, да, только у Козерога это очень сложно раскопать, в принципе. Вы, как раки, понимаете, что у вас эмоции идут впереди вас, и поэтому вы легче можете свои эмоции проявить, рассказать свои переживания, ну, поговорите со своей второй половинкой, поговорите сами с собой, и поймите, что да, мир меняется, и это сложность, и здесь такая вот история, которую необходимо уложить у себя в голове и начать развиваться, потому что весна, в принципе, способствует к развитию. И это такая, знаете, очень, казалось бы, сложная история, когда говоришь: Жень, ну зачем вообще это заново там проживать, начинать это делать? Мне вот не нравится вот так, я не хочу по-новому, я хочу как раньше. Ребят, ну это знаете, вот как все пользовались раньше там вот такими банкнотами, и тут потом выпустил банк другие деньги, и старые оказались уже не удел, то есть никто с ними не работает, их никто не принимает, ну невозможно по старинке, понимаете, ну то есть аналогия вот такая, да, поэтому здесь либо вы подстраиваетесь под обстоятельства и живете, и делаете, подстраиваетесь под обстоятельства так, как хотите этого вы, на ваших условиях, а вы, дорогие раки, у вас внутри очень много силы, и вы можете очень классно подстраиваться под обстоятельства, что другие даже не заподозрят, что они вас реально накаляют, или вы не любите, например, так жить, но вы можете сделать максимально комфортными для себя эти обстоятельства. Главное, понимаете, и выходите за рамки вот этой истории, потому что, ребят, скажу так, что после коридора затмений обязательно возникнет вопрос, это именно чуть пораньше, чем с 15 апреля, там, с 13 апреля, вот это как раз таки момент, когда захочется попереживать, рассказать, как вы устали, захочется поругаться, там же еще будет ретроградный Меркурий, поэтому понимаете, да, у нас с 3 по 26 апреля ретроградный Меркурий. И здесь понимаете, что коммуникация будет немножко сбоить, что захочется нам выяснить отношения, что захочется вот эту вот энергию прикипеть, да, но при этом захочется точно так же вот взять, вот все растратить, неудачные моменты для вложений, для покупок. То есть, если вы хотели что-то купить, прикупить, то в марте прекрасное для этого время, да, то в середине марта прекрасное для этого время, то середина апреля вообще не подходит ни для покупок, да, ни для трат, ни для вложений, ни для работы, я бы так сказала, с большими крупными суммами для того, чтобы там их куда-то пристроить и получить выгоду, да. Здесь придется работать только, ну вот, на своих внутренних переживаниях. И здесь, я бы так сказала, работа со страхами очень хорошая работа, потому что многие ваши действия вы, к сожалению, в середине апреля, когда будет штормить, а штормить-то будет аж вот, ну, с 13 и вот прям вот, чуть ли не до конца апреля, на самом деле до конца апреля будет штормить. И здесь момент еще, что и Луна будет в соединении с Плутоном, и все это добро будет в оппозиции, в квадратуре с Солнцем, потом с Венерой. И здесь такой момент, что многие ваши действия будут совершены на основании ваших страхов, поэтому вытаскивайте из себя страхи, признавайтесь в них честно, проделывайте вот эту работу над собой, если вы не сделали это в коридор затмения. И апрель у вас должен получиться таким, что вы должны четко понять, если вы в коридор затмения не уяснили, кто вы, про что вы, куда вы идете, какой уровень жизни вы хотите, как вы хотите видеть свою жизнь, какой вы хотите видеть свою семью, развитие, кем вы хотите быть по жизни, как вы хотите жить, кем вы хотите жить, какую профессию вы хотите иметь, какие свои навыки и таланты вы хотите реализовать, какую сумму денег вы хотите зарабатывать, каких друзей вы хотите иметь, какие развлечения вы хотите иметь совместно с друзьями, встречаться. То есть здесь полностью, я бы так сказала, это весна для того, чтобы навести этот порядок в жизни. Апрель вообще такой, я бы так сказала, сложноватенький месяц, когда необходимо прям поработать, потрудиться и покропеть, но есть ради чего, и да, это такие два крайних сложных месяца для вас, когда март раскачка, а февраль вот, март раскачка, а апрель вот прям
прям с осознаниями, прям если не пришли, в марте не поняли, в коридор затмения не сделали, то апрель вот прям квадратура Плутона, она прям вот так жестенько скажет, ну все, давай, прям сейчас делаем, решаем. Как будет проявляться вот эта история? История будет проявляться в личных отношениях, будут скандалы, будут ссоры, обстоятельства, вам будут ставить ультиматум, либо же вам захочется поставить ультиматум и выяснить чего-то там в отношениях, и пройдет какое-то время, например, и в мае вы скажете, а что там на меня вообще нашло? А потому что не понимаете, куда по жизни идет, нет четкой концепции, кем вы хотите стать. Вот нарисуйте себе план, кем вы хотите стать через 5, 10, 15, 20, 30 лет, как вы хотите встретить свою старость, сколько вы будете жить в своей старости, на что вы будете жить в своей старости, каким делом вы будете заниматься в старости, какого вы человека хотите рядом видеть с собой в старости, там, как хотите, чтобы жила ваша семья, дети в старости. Я не просто так говорю про такие глобальные перспективы, потому что коридор затмения, он как раз-таки именно про это. И апрельские события, которые будут происходить в вашей жизни, случаться, да, естественно, подготавливают вас к маю. Каким будет май? Я не скажу, что май будет сложным для вас, нет. Май для вас будет моментом, когда на небе очень хорошие, классные аспекты для того, чтобы реализоваться, внедрить все то, что вам хотелось. Несмотря на то, что Плутон в начале мая разворачивается, то есть из директного положения Водолея он начинает разворачиваться и по Водолею пока еще катиться в знак Козерога, да, и вам станет уже немножко полегче, вы будете чувствовать так, мы немножко возвращаемся в старый мир, нам немножечко можно жить чуть-чуть по-старому и зарабатывать по-старому, то есть свои привычки еще немножечко с вами поддержатся, да, но это такая, знаете, история, которая ненадолго, потому что в конце осени Плутон однозначно и все уже навсегда переходит в знак Водолея, и еще немножко летом и в начале осени он побудет в Козероге, то есть получится пожить по-старому, это время для вас такое будет более, я бы так сказала, продвинутое время, когда вот вам захочется прям вот себя вот так продвигать, то есть показывать. И именно вот на волне старых эмоций, как вы работали и жили по-старому, будет получаться хорошо. Но сейчас необходимо начать уже, такую, я бы сказала, так, глобальную репетицию, тренировку для того, чтобы жить в новом мире. Да, дорогие раки, к сожалению, я не скажу, что однозначно, что для вас это весна какая-то суперски крутая или суперски не крутая, очень сложная однозначно. Для всех, собственно, знаков зодиака она сложная, потому что у каждого свои кармические задачи, у каждого свои решения, и каждый проходит их со своими сложностями. Так у вас же кто-то, конечно же, скажет, у раков вообще задача не задача. Ну ладно, взяли, там, Водолей какие-нибудь посмотрят, ой, да ладно, взяли, все, снесли, начали жить по-новому. Водолею в этом хорошо, но у Водолея свои вопросики на эту весну. Поэтому понимаете, дорогие мои любимые раки, что в целом самый сложный из весенних месяцев будет апрель, только потому что вы будете много упираться. В мае наступит момент, когда вы сможете и прибыль свою получить, когда вы сможете, конечно же, порадоваться за себя, получить все те возможности. В середине, конечно, мая будет такой момент, такой претензионный, да почему, да как, да почему не получается. То есть захочется вот немножко вот претензий предъявить, но к концу мая эта история закончится, поэтому не предъявляйте слишком много претензий к миру. То есть поймите, если из вас выходит такое нечто претензионное и большое, то понимаете, что это от нереализации. Реализуйтесь, мои дорогие. В конце мая весна, по крайней мере, закончится для вас очень классно, очень интересно, финансово, прибыльно, с возможностями. Сможете сделать все, что хотели, и финансы получить, и вложить, и любовные отношения настроить, и продвинуться, и жить по-новому у вас уже даже получится, реализовать новые проекты будущего, возможно, даже куда-то съездить, если вы реально этого нацелили, у вас была такая мысль и идея. Но, конечно же, от того, как сложится ваш май,
Зависит, конечно же, что вы уясните у себя в голове в марте. Если же вы в марте все уяснили, тогда и апрель сложится менее сложно. Тогда в апреле вы будете уже трудиться, эти трудности у вас возникнут в работе, эти трудности будут вас подстегивать. Вы будете расти вот в этом во всем, и для вас эти сложности, ну, например, осенью покажутся вообще цветочками, потому что вы уже сейчас прошли вот этот вот такой этап, и сейчас энергии на самом деле много. Я не просто так говорю, что это весна возможностей, потому что время, когда нам реально есть что сделать, и столько аспектов одновременно дают энергию для реализации, для того, чтобы начать дело жизни, для того, чтобы начать свою жизнь как хочется, построить семью, любовные отношения, работу, карьеру, обеспечить себе, ну, реально безбедную старость. И это я не просто так говорю, это реально потрясающее соединение Юпитера с Ураном, которое бывает редко, и оно стоит реально целый месяц, реально стоит целый месяц, и здесь этот момент не упустить. Дорогие мои любимые раки, вот такой сложный, многозадачный и неоднозначный будет для вас весна 2024 високосного года. Напоминаю, что для високосного года это очень потрясающая весна. Несмотря на то, что будет очень много разных событий, абстрагируйтесь от них и живите свою жизнь, потому что как сложится ваша жизнь, так сложится жизнь ваших близких и родных людей. Естественно, вы, как истинные раки и хранители очага, зарядите всех своей потрясающей энергией, и ваша семья, ваш род будет жить процветающе. Я желаю вам прекрасно провести это время, вложить все свои силы и эмоции туда, куда вам хочется. И не бойтесь идти вперед. Мир меняется, но мы меняемся с ним по чуть-чуть. Меняйтесь и вы тоже. Дорогие мои любимые раки, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, обязательно с пометкой дата, время, место вашего рождения и, собственно, сам вопрос, который вы хотите, чтобы я на него ответила. Если же вы хотите, чтобы ваш вопрос был конфиденциален, в описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать с вами лично. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. В конце ролика обязательно актуальное видео, на которое вы можете опереться, сделать верное решение. А я желаю вам прекрасной весны и увидимся в следующем ролике. Пока-пока!